Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне. И сегодня мы поговорим о том, сколько всяких разных полезных вещей мы можем купить для себя выгодно. Ну, понятное дело, придется подождать, но выгодно купить на известном всем сайте AliExpress. Почему я решила об этом рассказать? Недавно поступил вопрос, можно ли у меня купить вот такие расстоечные корзины. Ну, наверное, если бы я задалась такой целью, я могла бы купить их оптом и перепродать кому-то из желающих в розницу, но у меня нет такой цели. Я думаю, что вы сами можете подобрать эти корзины, купить их выгодно, безо всяких посредников и выбрать еще массу всяких полезных и нужных вещей, которые есть на Алиэкспрессе. Сейчас я вам покажу, что купила я, что я использую постоянно, ежедневно при выпечке, что мне помогает готовить. Есть то, что относится к хлебу, что-то не совсем относится к хлебу. Но мы с вами все в подробностях рассмотрим. Я расскажу о назначении, а там уже вам выбирать, покупать, не покупать и где покупать. Может быть, вы и в России где-то найдете аналоги тоже недорого, по выгодным ценам. Давайте вместе рассмотрим, что у меня здесь есть. Начнем с краю. Очень удобная вещь. Это форма для багетов. Она с антипригарным покрытием. Она на 3 багета. Да, они маленькие по длине, но вы можете выбрать под размер своей духовки оптимальный размер вот этой формы. Багеты получаются очень аккуратные, с кругленьким таким донышком. И вот эта красивая перфорация потом на изнанке ваших багетов отпечатывается, и они получаются практически фабричные по своему внешнему виду. Очень красивые получаются багеты. Прекрасное покрытие, достаточно твердый и плотный металл, то есть это такая жесткая форма, она не играет в руках, и это очень приятно. Прямо в ней растаиваем и прямо в ней выпекаем. Очень удобно в использовании, не надо перекладывать, в отличие от расстойки на полотенцах, на полотне. Не надо перекладывать, положили сюда, расстояли багеты и отправили прямо на этой форме в духовку. Вот такой небольшой противень. Его удобно использовать в качестве пода при выпечке небольших булочек, либо для выпечки рулетов и батонов. Достаточно толстый металл, он хорошо нагревается, хорошо держит температуру. Ребро жесткости у него по периметру, то есть он не играет при нагревании. И очень удобный вот этот вот захват с вот этими пупырышками, то есть у вас руки не соскользнут, и вам очень удобно будет вынимать этот противень. Я им тоже очень довольна. Абсолютно такое же антипригарное покрытие, как и у формы для багетов. Небольшая формочка для выпечки. Удобно либо на несколько булочек, можно в ней делать пампушки к борщу, либо один небольшой хлебушек. Очень хорошо в этой форме получаются ржаные хлеба и хорошо получается, например, бородинские. Мне нравится. У нее достаточно высокие стенки, и я часто ее использую. Теперь мои любимые рабочие инструменты. Это скребки и шпатели. У меня их несколько, я просто для примера положила эти, потому что это мои самые любимые. Вот это очень удобная форма, чтобы, например, вынимать тесто, когда оно пробродило, вынимать тесто из формы, отклеивать его от стола. Прекрасная вот эта вот острая кромка, тонкая, она отделяет тесто от любой поверхности. У меня целый набор таких шпателей, но это мой самый любимый. И вот этот вот металлический шпатель, он у меня такой уже побитый немножко временем, но он очень удобный для деления теста, для его разделки. Прекрасный шпатель, постоянно им пользуюсь, рекомендую заказать. Теперь перейдем к измерительным приборам. Весы. Это у меня уже видавшие виды весы. Они до 5 килограммов, несмотря на такую маленькую платформу. Они измеряют не только в граммах, но и в других единицах, в килограммах, в фунтах. Ну, в общем, все, что вы хотите, в миллилитрах. Но понятно, что нам привычны граммы и килограммы, поэтому измеряем прежде всего в них. Они электронные, на батарейках, но за время пользования мне ни разу не приходилось батарейки менять, так что они достаточно долговечные.
Двигаемся дальше по измерительным приборам. Вот таких приборчиков у меня несколько. Они измеряют температуру и влажность воздуха. Очень удобно мерить как в комнате, так и в холодильнике. Когда вы ставите тесто на холодную расстойку, вы должны убедиться, какая же у вас температура в холодильнике. Если вы часто открываете двери в холодильнике, получается, что температура воздуха внутри холодильника поднимается, и вам лучше знать, какая у вас фактическая температура, а не та, которая выставлена у вас на панели вашего холодильника, на табло, которое вы установили. Поэтому вот очень полезный, практически незаменимый прибор. Вот такой термощуп. Он также на батарейках. Для измерения температуры жидкости хорошо годится. Меряет практически до бесконечности, до 300 градусов. Самое главное, когда вы его используете, чтобы пластиковая часть не прилегала к металлическим частям, кастрюлям, например, при нагревании. С этим надо быть осторожными. Ну а так можно измерить и температуру готового изделия, например, температуру мяса можно померить. Можно померить температуру воды, которую вы добавляете куда-то в выпечку, либо в другие блюда. Можно померить температуру масла нуазет, когда вы его делаете. Ну, в общем, очень много всяких применений. Очень удобный металлический термощуп. Мы постоянно смазываем хлеб, выпечку кисельком, либо лизоном. И, конечно, всегда удобны вот такие кисти. В отличие от силиконовой кисти, привычной нам, эта кисть очень тоненькая. Она такая нежная, ей очень удобно смазывать, я ее очень люблю и постоянно пользуюсь. Да, еще хотела сказать о силиконовых лопатках. Они сейчас, понятно, продаются везде, но какое-то время назад их было не так много, и они стоили достаточно дорого, поэтому я их заказывала на AliExpress. Очень удобно всякие жидкости из мисок перекладывать, ту же самую заварку хлебную, чтобы ничего не оставалось на стенках посуды. Я думаю, что многие из вас пользуются. Я пользуюсь постоянно, я уже не представляю, как можно ложкой что-то выкладывать. У меня постоянно вот эта лопатка под рукой. Еще очень важный инструмент для пекаря – это лезвие для нарезки хлеба. Вот это лезвие мне пришло в подарок с каким-то заказом, но вот здесь вот оно одноразовое, то есть я не могу поменять это лезвие. И оно уже начало покрываться ржавчиной. Я его, конечно, не мыла, я его берегла, но тем не менее оно покрывается ржавчиной, поэтому никому не рекомендую вот такие одноразовые инструменты. Я позже купила вот такую рукоятку, на которую лезвие насаживается. То есть вы можете купить лезвие и всегда их применять. И приходит вот этот инструмент с комплектом лезвий очень острых и с чехлом, чтобы вы не могли обрезать руки. То есть вы лезвие каждый раз можете не снимать, не убирать. Вы надеваете вот такой чехольчик и можете положить куда-то в ящик с инструментом, и вы никогда случайно не обрежетесь, если что-то будете доставать. Ну, конечно, вернемся к хлебным формам. Она у меня такая тоже уже попользованная, вся в муке. Это ротанговая форма. Она с чехлом из ткани. Можно ее использовать как без чехла, прямо вот так, но в случае, если у вас достаточно плотное тесто и вы уверены, что оно не прилипнет к стенкам. Если же вы в этом не уверены, лучше использовать тканевый чехол, он идет в комплекте. Если вы используете тканевый чехол, его не обязательно каждый раз стирать, даже это нежелательно, потому что вы забиваете поры ткани мукой, и она у вас работает долго. Но если чехол сильно загрязнился, мы его стираем мылом хозяйственным, руками, либо на низкой температуре в стиральной машине, потому что ткань натуральная. Если вы высокую температуру выставите, она может у вас очень сильно сесть. Поэтому лучше руками и с мылом. Вот таких корзин на AliExpress великое множество. Они бывают треугольные, овальные, квадратные, круглые, большие, маленькие, самые разнообразные. У меня 3 размера, 2 вида круглых и одни вот такие овальные. Поэтому я дам примеры, ссылочек в описании. Смотрите, выбирайте. Только учитывайте, когда вы будете покупать, что даются внешние размеры. То есть это не размер выемки, а размер внешний. Можно ошибиться, купить. Вам кажется, что будет как раз, а окажется очень маленькая форма. Вот эта вот вещь. Хочу тоже показать. Вещь универсальная, но это уже для красоты. Конечно, она не предназначена для хлеба. Это трафарет. Он из тонкого пластика.
Этот трафарет можно использовать для украшения хлеба, когда мы смахиваем муку с поверхности, специально прикладываем и заново наносим слой муки, нанося вот такой рисуночек, если вы хотите сделать красиво. Но это уже такие изыски не обязательны. Это трафарет обычный для рисования, но я решила вот его так использовать. Еще очень классная вещь, она тоже не для хлеба, она скорее для кондитерки, но может быть кому-то из вас пригодится. Вот такая вот многоразовая переноска для торта. Здесь можно, конечно, не только торт перенести. Очень удобные ручки, очень удобное застегивание. Я купила себе и купила такую маме, потому что мама меня часто печет, часто нас угощает, и теперь не нужно думать, каким образом перевести, перенести вашу выпечку. Вот такая вещь очень пригодится в хозяйстве. Вот я показала вам, наверное, основную часть моих богатств. Может быть, что-то забыла. Если вспомню, покажу попозже. Делитесь тем, что вы нашли на AliExpress. Будем печь, будем экспериментировать. И я думаю, испечем еще много всего интересного.